Всем привет! И мы сейчас находимся в городе Брюгге на знаменитой колокольне Бефруа. Сегодня мы побываем в знаменитых местах, таких как на улице Марки, это рыночная улица. И поднимемся на эту колокольню Бефруа и посмотрим оттуда замечательный панорамный вид на все Брюгге. А также посетим музей картошки фри, Да, музей шоколада. И также посетим знаменитый парк Мини-Ватер. Ну что, пошлите с нами. Брюгге – это миниатюрный бельгийский городок, который можно обойти за один день. Так что подготовьте поудобную обувь и вперед! До центра добраться очень легко. Повсюду есть указатели к центру города. И отовсюду видна колокольня. И, конечно же, слышно ее звон. Но теперь мы точно знаем, почему этот город называют средневековым. Потому что, гуляя по городу, создается такое впечатление, что ты вернулся на 500 лет назад. И теперь мы смело можем заявить, что город Брюгге теперь входит в один из городов, в котором бы мы хотели жить. Да здесь на каждой улице встречаются замки и памятники, которые вам рассказывают о городе Брюгге. Еще Брюгге славится своим шоколадом, поэтому мы сегодня побываем в шоколадном музее и, конечно же, в музее Фричес. И поднимемся на самый верх одной из башен. Взлетим и полетаем на дроне и расскажем об истории города Брюгге. Также мы пройдемся по мосту через озеро Любви. А также посетим самый романтичный парк в Брюгге – Мини-Ватер. И заодно узнаете, сколько обойдется вам целый день провести в Брюгге. Пока мы шли на центральную улицу Марки, знаменитую Брюгге, здесь вот у них есть по выходным, они выставляют вот такие коробочки гратис. То есть можешь брать то, что им не нужно, себе. И вот смотрите, можно взять вот такую, к примеру, картину. Ну, как вы уже поняли, наш папа присвоил картину уже себе. Сейчас мы находимся, а точнее идем по рыночной площади, по рыночной улице Маркт. Улица Маркт. Эта улица является сердцем города Брюгге. В данный момент мы сходим в музей картошки фри и, конечно же, в мастерскую шоколада. И Дианочка для вас постарается изготовить собственную конфету. Да. А по дороге в шоколадный музей и в музей фритюра мы наткнулись на здание Хистериум. Это исторический музей Брюгге. Он расположен в самом центре рыночной площади. И, конечно же, мы сразу приняли решение сходить туда, все посмотреть и, конечно же, поделиться с вами. Оказывается, это не просто музей, а интерактивное мероприятие, где посетители могут познакомиться с историей средневекового Брюгге с помощью виртуальной реальности и тематических залов, воссоздающих жизнь в эпоху Золотого века. А при входе в музей справа вы увидите автомат, в котором вы за 2 евро можете сделать себе сувенирную монету города Брюгге. Тут есть уголок, да, Гарри Поттера. Кто является фанатом, может здесь приобрести внутри себе какой-нибудь на память сувенир. Такую мультиэкскурсию, она выходит 85 евро на троих. Сперва вас знакомят с историей Брюгге с помощью виртуальной реальности. Там вас переносят на 500 лет назад и рассказывают вам о портовом городе Брюгге. Нам выдали такие вот пульты для громкости регулировки, наушники, в которых выбираешь язык. Можем выбрать нидерландский, французский, английский или русский. При входе в наушниках нас предупредили, что видеосъемка запрещена. Фотографии можно делать, но без вспышки. Но я постарался по несколько секунд запечатлеть хотя бы атмосферу, что происходит внутри, и поделиться с вами и кратко описать ее. Таким образом, я многим своим подписчикам, надеюсь, помогу с выбором, посещать вам этот музей или не посещать. Так что надеюсь, что я буду полезен для вас. Это история про 2 влюбленных, которые познакомились на том самом месте, где сейчас находится музей. В общем, всю историю я вам рассказывать не буду, так как если вы вдруг захотите туда попасть, то я вам испорчу первое ваше впечатление. Вкратце здесь рассказывается, как они познакомились, потом потерялись, потом опять друг друга встретили, влюбились друг в друга, и все у них было хорошо, и жили они счастливо. Да, а еще в каждой комнате своя атмосфера и даже свои запахи. Также в стоимость билета входит посещение балкона, с которого открывается панорамный вид на центральную площадь города Брюгге. И это еще не все. Еще в стоимость входит посещение одной из башен музея. Давайте сейчас сходим и посмотрим. Мы поднимаемся на эту башню. Смотрите, как Дианка, она как метеор. Я вообще за ней не успеваюсь. А было ощущение, что мы поднялись на 10-й этаж. Тут очень крутые ступеньки. Смотрите. Дальше? Да, еще выше, представь. Сейчас, стой, дай передохнуть. Стою. На самый верх. О, Господи. Ой,
Я, кстати, хочу с вами поделиться одним очень полезным лайфхаком, где в Брюгге можно недорого посидеть. Вот оно это место, здесь можно недорого посидеть. Но если серьезно, то здесь на каждом шагу кафе, забегаловки, фастфуды, рестораны. Ну, Дианочка выбрала покушать сегодня полезную еду, и поэтому мы направились в баулы под названием Гавайи. Послушайте, ребята, внутри нам все напоминало тропики, как будто бы мы находимся в джунглях. Нам здесь очень понравилось. Мы сейчас зашли в Гавайи, чтобы Яночка покушала баул, она хочет. И дальше мы направляемся в музей картошки фри. Что ты себе заказала? Я себе заказала 4 штуки моти. Это мочи по-китайскому. А с чем? С Ванилью, шоколад. ванилью, шоколад, тропик, это там всякие разные бананы, ну так далее. И какой-то... Фисташка. и фисташка. Ждем? Да. Вот наконец-то принесли, дождалась Дианочка свой баул. Смотрите, какой шикарный. И, конечно же, мочи, как и обещали. Девчонки, ну что, расскажите, далеко нам еще идти до шоколадной мастерской или музея картошки фри? Ой, даже не знаю. 120 метров. 120 метров. Ну вот он, музей Фричес. Пойдемте посмотрим. Вот картошка с горошиной. Это выращивается под водой. Здесь сотни видов картошки. Больше на первом этаже ничего интересного. Честно говоря, я представлял себе музей картошки совсем иначе. Как-то скромновато и скучновато. Ну ничего, пойдемте дальше. Я пришел, конечно, посмотреть на картошку фри, но наткнулся на такие телевизоры, которым лет, наверное, больше, чем моим предкам. Ого! Смотрите, какие чипсы с размером в 20 сантиметров. Обалдеть! Это, видимо, самая большая картошка. Она, наверное, с размером с моих 2 головы. О, круто! Это пушка, которая стреляет картошкой. Картошка – это самая любимая пища бельгийцев. Это национальное блюдо Бельгии. Ого, посмотрите, какие были у них печи. Обалдеть. Это так выглядели печи 1810 по 1858 год. Вот так вот они выглядели. Ага, вот эта плита 1950 года. Фритюр-машина, да? 1945. О, это уже какая-то электрическая. Это уже ближе к нашему времени. Так, ну что, ребятки, вы находитесь в гостях в моем супермаркете по приготовлению картошки фри. Что, заказывайте что-нибудь себе. А я пойду вниз и куплю себе порцию отменной фричес. Вот нахожусь у них в подвале сейчас. Смотрите, и купил я здесь меню со скидкой. Дают при входе талон на скидку, он там составляет 50 центов. Вот мне обошлось меню 8,40. Туда входит фричес, кока-кола. Сейчас я вам покажу. Вот так вот выглядит мое меню. Честно сказать, обычно. Ничего особенного. А сейчас мы сходим на озеро Любви и покажем вам его романтическую атмосферу. А еще мы пойдем в парк Мини-Ватер, где семьи с детьми или просто пары проводят невероятные пикники и очень классно свое время. Ну что, пошлите. Ну а по дороге в парк Мини-Ватер вы обязательно пройдете по мосту, под которым протекает озеро влюбленных. При желании вы можете покататься на лодке по этому озеру, каналы которого проходят через весь город. А это вход в сам парк Мини-Ватер. Присели в парк. Сейчас взлетит наш дрончик и покажет вам еще более историческую и красивую архитектуру красивенного города Брюгге. Потому что вид сверху все равно более масштабен и более красив. Брюгге прекрасен как с земли, так и с высоты. Этот город расположен в центре провинции Западной Фландрии. Население этого города 119 тысяч человек. Все здания и дома напоминают здесь средневековый век. В городе также есть много достопримечательностей. Например, церковь Богоматери, которую вы сейчас видите перед собой. Эта церковь строилась с 1210 по 1549 год.
В самой церкви внутри находится мраморная скульптура Богоматери с младенцем Микеланджело. Она единственная, которая была вывезена из Италии при жизни автора. Еще вы можете наблюдать перед собой кафедральный собор Христа Спасителя, построенный в 1116 по 1118 год. Ну и, конечно же, вы можете наблюдать перед собой колокольню Берфруа. А вот и сам парк Мини-Ватер. Это городской парк, расположенный недалеко от центра Брюгге. Он считается романтическим местом, потому что когда-то люди верили, что здесь живут водяные нимфы. От нидерландского это «минен». И плюс добавьте к этому воду «ватер», и поэтому это место получило название Мини-Ватер. Также это место, где жители Брюгге отдыхают, положив ногу на ногу. Этот восхитительный парк спрятан между зелеными крепостными валами и изящным озером. Здесь настолько спокойно и тихо, что у вас возникает прекрасное чувство, будто весь парк принадлежит только вам. Кстати, друзья, советую вам, если вы, так как мы, посещаете много городов, вот в такой рюкзак еще ложить помимо техники водички. Потому что Несколько 5 евро. бутылочек, да, потому что мы только что вот зашли просто в обычную лавку, две такие бутылочки водички стоят 5 евро. А в Лидле она по 37 центов. Да, поэтому это Будьте так чистая бдительны. рекомендация от нас. Зачем переплачивать? Посмотрите, парад военных. Это тех времен еще, наверное, 40-х годов. Круто. А мы вам рассказывали, что Брюгге славится своим шоколадом. Здесь самый вкусный шоколад в Бельгии. Посмотрите, сколько здесь магазинов, видов шоколада. Ну и шоколадных конфет. И в магазине я вам не могу передать, какой запах шикарный. Запах шоколада. А вот, собственно, и я в шоколадном исполнении. Я же в год быка родился. Представьте, такой бычок из шоколада. Наверное, долго его будем кушать. Вот смотрите, какая шоколадка в форме какадуна. Смотрите, еще один лайфхак от Дианы. Диана, включай силу и мощь. Давай. Ого! О май гад! Да ты Халк! У меня есть для тебя интерактивное задание. Давай ты в Брюгге здесь найдешь нам и посоветуешь какое-то национальное блюдо бельгийское. Ну что, подумала, придумала? Подумать надо. Угу. Ну, я думаю, это не картошка фри, потому что ты уже сегодня показывала. Да. Поэтому я думаю, то, что это, наверное, вафельки. Бельгийские вафли? Да. Ну, пошли пробовать. Пошли. Даже без бельгийских вафелек, находясь здесь в Брюгге. Дианочка, что ты себе заказала? Вафельки с шоколадом, И с клубничкой. и там вроде какая-то... Сейчас покажем, да, как она выглядит? Ну да. Вот они, бельгийские вафли. Да? Да. Вот. У меня с клубникой... Ой, быстро. И нутелка. Ну И да. мята. Кушай, кушай. Да, и еще, что случилось в Брюгге, все останется только в Брюгге. В общем, в Брюгге еще много достопримечательностей, например, как церковь Святой Богоматери. Но это уже не в этом выпуске. Ну что, дорогие зрители, поделитесь, как вам выпуск про Брюгге, понравилось вам, не понравилось. А еще хотел бы попросить вас написать нам в комментариях, какие бы вы места в Брюгге посетили. И, конечно же, хочу у вас спросить, напишите нам, пожалуйста, где бы еще вы хотели нас увидеть, в каком городе, в какой стране. Обязательно подписывайтесь на наш семейный канал Bart Family. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Всем пока-пока!